Привет, друзья! Меня зовут Юлия Кантонистова, я делюсь с вами секретами вокала и рассказываю о музыке. И мне задали один очень интересный вопрос. Как научиться петь? Если ты начинающий, ты не понимаешь, с чего начать, что нужно делать. Есть какое-то понимание отдаленное, что вроде как бы у всех голоса разные. А что нужно для моего голоса? А как вообще этот процесс происходит? И можно ли вообще это сделать? У начинающих столько много вопросов и так мало ответов, и я в этом видео хочу несколько ответов вам дать, дорогие друзья. Кто-то может сходу что-то спеть, сходу что-то повторить, сымитировать, да, скопировать. И это делается совершенно неосознанно очень часто. Человек может просто так взять и что-то спеть красиво. У кого-то это не получается. Большинство людей не могут это сделать и думают, что это должно быть либо дано, либо не дано. Но на самом деле это дано каждому. Главное понять, как это работает, и подкрутить нужные детальки. Вообще, чтобы чему-то научиться, нужно это разобрать. Чтобы понять, как это работает, нужно разобрать это на части. Я в свое время сделала это со своим голосом. Я поняла, как он функционирует, и что я могу делать моим голосом, и что могут делать другие люди. И это мне помогло понять, как можно научиться петь, даже если ты совсем не понимаешь, что нужно делать. Смотрите, голос. Многие думают, что голос – это нечто цельное. Он либо красивый, либо он некрасивый. Он либо у вас есть, либо вы можете идти домой, и ничего у вас не получится. Так вот, смотрите, голос – это не нечто цельное. Просто не все понимают, из чего он состоит. Это как если бы, например, люди из каменного века увидели бы автомобиль и подумали, что это вообще такое, и они восприняли бы этот предмет как нечто цельное, что полностью либо оно вот такое, либо оно никакое. Мы, когда видим автомобиль, мы понимаем, из чего он состоит. Мы словно рентгеном видим детальки этого автомобиля. Мы понимаем, что там есть руль, там есть колеса, которые взаимодействуют с рулем, что если мы покрутим руль, у нас будут крутиться колеса. Мы понимаем, что есть двигатель, мы понимаем, что его можно завести, мы даже понимаем, некоторые из нас понимают, почему он заводится. И это все понимание дает нам возможность починить машину, если она сломалась. Если у вас спустило колесо, вы же не выбрасываете всю машину. Вы меняете колесо, и вы едете дальше. То же самое происходит и с голосом. У нас есть элементы нашего голоса, они определенным образом функционируют и создают общее впечатление красивого вокала для тех людей, которые вас слушают. И каждый из этих элементов выполняет определенную функцию, и если что-то с ним не так, голос становится некрасивым. Как если, например, колесо спустило, все, машина нефункциональна, правильно? Вы же не можете ее использовать по назначению, разве что переночевать в ней только можете. Но ехать она уже никуда не будет. Но это не значит, что ее надо выбрасывать. То же самое и с голосом. Нужно подкрутить нужный элемент, нужно подправить кое-что, подправить здесь, подправить там, иногда надо хорошенько подправить, поработать над этим, и тогда голос становится красивым. Прекрасный автомобиль, который едет по дороге, и все с ним в порядке. Вот этим пониманием, из чего все состоит, и отличается человек, который развивает свой голос и понимает, как надо заниматься, от человека, который не знает, за что взяться. И мы сегодня превратимся как раз в этих людей, которые все понимают. По крайней мере, попробуем, потому что это путь на самом деле такой непростой, поэтому я на своем канале YouTube рассказываю о разных элементах, о разных аспектах вокала постоянно. Вы можете смотреть видео на моем канале и подписывайтесь, чтобы не потеряться. Но тем не менее, мы постараемся понять, какие есть главные элементы голоса, которыми можно управлять, над которыми можно поработать. Те элементы голоса, которые я вам сейчас перечислю, это фундаментальные вещи. Есть еще много других разных деталек и так далее, но это основные фундаментальные вещи. И постарайтесь сейчас, когда я буду перечислять, сделать такой анализ для самого себя. Постарайтесь проанализировать и понять, какие из этих элементов у вас слабые, а какие нормальные. То есть, что у вас получается достаточно неплохо, в принципе нормально, да, более-менее, а что хромает. Вот это понимание будет главным. Прям можете себе записать эти элементы, и вот над этими аспектами надо работать. То есть, если у вас спустило колесо, не надо чинить двигатель. Надо чинить колесо. Надо менять колесо, не надо трогать двигатель в порядке. Итак, вот эти элементы составляют красоту вашего голоса. Я как человек, который пишет музыку и работает постоянно в программах, знаю, что если вы берете какой-то звук, и он достаточно сырой, например, звук гитары, да, там что-то как-то чего-то сыграно. Если я этот звук гитары элементарно выровняю по мелодии,
все начинает звучать красиво. Гитарный фрагмент, который звучал криво, косо и вызывал странные ощущения, становится более красивым, более понятным, запоминающимся, цепляющим и не вызывает никаких неприятных ощущений. Это не говорит о том, что надо постоянно использовать автотюн, но заметьте, вот это мое наблюдение, да? То есть как только это делаешь, сразу все становится на свои места. Вот это и надо сделать со своим голосом, только в оригинале, вживую, самим собой. Поэтому нужно развивать первый элемент, который необходим для красивого голоса, это интонирование, чистое, четкое пение мелодий по нотам. По нотам имеется в виду не по написанным нотам, что вы знаете, там, какие ноты и так далее. Вы соблюдаете вот этот pitch, да, по-английски называется pitch. Вы просто чувствуете правильное расстояние между нотами. Да? Это можно развить, это поддается развитию. Когда говорят, что есть люди, которые, как это называется, tone deaf, это называется глухой к тону, да, то есть вообще не слышит тон абсолютно, типа вот такая музыкальная глухота, да, или как это называется. Вот что-то типа такого. Такого не существует. Это ерунда. Мы все абсолютно слышим разницу между высотой тона. Все. Иначе бы мы не смогли отличить с вами голос вашего друга от голоса постороннего человека. Вы бы не смогли отличить вопрос от ответа. И вы бы не смогли понять, с какой эмоцией я с вами сейчас разговариваю. Вы не смогли бы понять вообще, что в этом мире происходит, друзья мои. Это заложено у нас внутри. Просто музыкальный слух, он чуть-чуть сложнее и там как бы более изысканнее, это художественная тема, артистичная, там много вариаций, нужно просто его развивать. Вот и все. С любого уровня можно добиться нормального музыкального слуха. Как некая такая ось X и ось Y, да, у нас ось X это звуковысотность, ось Y это у нас что, друзья мои? Звуковысотность есть, нотки мы поем. Что у нас еще есть при этом? Как мы это поем? Без чего мы не можем? В чем мы находимся, в чем мы с вами живем по физике? Во времени. Мы с вами находимся во времени, и это время длится. И это как раз вызывает необходимость соблюдать красиво, четко, ритмический кач, ритмический пульс, делать ритмические рисунки и так далее. Так вот, красота вашего голоса зависит еще и от того, насколько вы четко ритмически делаете. Четко имеется в виду, соблюдая вот эту вот ритмичность именно пульсации. Это могут быть синкопированные какие-то моменты, да, где акценты смещаются. Это могут быть какие-то ритмы в ритме. То есть, например, там размер в размере, да, там вот так по-разному сложный, но тем не менее это все соблюдается и есть определенная четкая пульсация. То есть не как попало, а вот четко с этой пульсацией. Если это есть, ваш голос сразу воспринимается как красивый голос. Ту же самую вещь я могу сделать, например, в программе, да, где я могу подправить того же самого, например, гитариста и сдвинуть его во времени. То есть я сдвинула его по мелодии, сдвинула его теперь во времени, подвинула где надо, чтобы он начинал вовремя, заканчивал вовремя. И все. И сразу же становится красиво. О чем это говорит? О том, что этому гитаристу нужно работать над тем, чтобы вовремя начинать и вовремя заканчивать. Чтобы все было в ритме, в груве, в каче. Развивать свою ритмическую технику, ритмическое ощущение. То же самое и мы, вокалисты. То есть у нас с вами получается вот так ось X, ось Y. Если вы когда-нибудь работали в программах, да, вот я вам покажу картинку. Вот у нас идет да, нотка, и вы видите, что эта нота длится, она длится во времени. Внизу у нас ритм, а слева у нас нотки. Все эти нотки, они идут у нас слева, а снизу идет ритм. Вот это суть, это самое важное. Это самое главное в вокале. Даже если вы самым каким-нибудь не очень таким красивым тембром споете четко мелодию и четко в ритме, это уже будет звучать круто. Например, труба. Ну что, у трубы какой-то супер красивый тембр? Нет. Это звук, который на самом деле очень раздражающий. Но если этим звуком сделать красивую мелодию четко по нотам и распределить ее во времени в ритме, она будет вам нравиться. И вы будете думать, труба красивый инструмент. Понимаете, это накладывается. То есть одно качество накладывается на другое. Это как многие, например, думают, что симпатичные люди добрые, а некрасивые люди злые. Не всегда. Вот, то же самое и здесь накладывается, да, одни качества на другие. Вот это, по сути, основная ключевая сетка, но есть еще третий элемент, да, который, я немножко уже о нем, да, сказала вам сейчас. Третий элемент, который можно считать как неким таким, скажем так,
некой гранью куба, то есть такой 3D получается. Это элемент тембра, то есть ось X и ось Y – это что мы делаем? Мелодия, да? Что мы делаем? А вот эта вот следующая грань, грань тембра – это чем мы делаем? Каким звуком? Как на синтезаторе мы какой звук выберем, да? Какой звук мы подберем? Работать над тембром очень на самом деле здорово. В вокале много всего, что вы можете менять. То есть если вы возьмете, например, инструмент пианино, деревянное пианино, у вас всего лишь один единственный тембр, который вы можете немножко чуть-чуть как бы вот адаптировать, слабее или сильнее нажимая. Может быть, педалька там есть такая приглушающая или еще что-то, да? То есть какое-то вот есть маленькое разнообразие. У нас в вокале разнообразие огромное. Вы можете спеть можете спеть можете спеть можете спеть и это все звучит абсолютно по-разному. Мы потому что обладаем способностью менять свой тембр при помощи подвижных резонаторов. Это еще один пункт, третий пункт, который делает наш голос красивым. Даже вот взяв вот эти три элемента, попробуйте у себя проанализировать, то есть что у вас хромает. Иногда хромают все три, но что хромает сильнее? Прям вообще сильнее. Если вы совсем не попадаете в мелодии, работайте именно над интонированием. Уберите все остальное, уберите тембр, уберите пока ритм временно, работайте над мелодиями. Вот именно так строятся мои вокальные курсы. Я делаю вокальные курсы, где мы с вами тренируемся. Здесь я вам рассказываю, здесь вы понимаете, как это делать, но этого мало, нужно тренировать, нужно, как в спортзале, делать повторы, нужно физически это все проходить, через себя пропускать несколько раз, для того, чтобы у вас заложилась привычка делать правильно, да, привычка звучать правильно, привычка петь правильно мелодию. Именно так мозг учится через повторы. Поэтому я делаю специальные курсы, где мы с вами прорабатываем эти упражнения по разным аспектам отдельно. У меня нет курса «Как научиться петь». Вот это видео называется «Как научиться петь». У меня нет такого курса и не будет. Потому что невозможно на каком-то курсе прям взять и вот сразу там за месяц научиться петь. Так не бывает. Но можно отдельно прокачивать определенные элементы, которых вам не хватает. И тогда вы будете чувствовать улучшение. И это и будет ваш путь пошаговый постепенно к тому, что вы будете петь лучше. Например, мой курс по формированию способности петь мелодии чисто. Это курс-трилогия, который состоит из 3 частей. Первая часть базовая, самая основная, где мы с вами учимся ощущать звук, слияние, расхождение, где мы учимся чувствовать, как взаимодействуют друг с другом ноты, да, в интервалах, где мы учимся физически, мы повторяем одно и то же, как попугай, много раз, потому что это очень важно, потому что это работает. Очень многие мои ученики благодаря этим методам действительно начали петь, потому что это работает, потому что все говорят, невозможно научиться петь, надо иметь слух. Но это такая ерунда, друзья мои, я уже много лет работаю, и каждый раз, когда все получается у тех людей, которым сказали, тебе не дано, я очень радуюсь. Это очень здорово. Посмотрите, какие отзывы. Мне очень приятно всегда читать ваши отзывы. Это классно. Я очень рада, что мои курсы работают. Я очень рада, что они вам помогают. Особенно тем людям, которым сказали, что нет слуха, нет голоса, ничего не выйдет. Вот особенно я радуюсь, когда получается у тех людей, которых никто не верил. Вот эта трилогия курсов работает на формировании навыка интонирования, который закладывается в голове и вот здесь. То есть мы тренируем мозг, и мы тренируем связки, потому что связки отвечают за воспроизведение нужной ноты, нужной частоты, они вибрируют на нужной частоте, создается нужная звуковысотность. Именно это мы с вами делаем, это прокачиваем. Поэтому это работает, мы знаем, что мы делаем, мы знаем, что нам нужно прокачивать, какой элемент. Поэтому я сделала это видео, друзья мои, чтобы вы понимали, что очень важно не просто как-то, абы как научиться петь, да, чего-то там, чему я учусь, что я делаю, зачем я пою эти распевки, зачем я вообще это вот все делаю, непонятно, а прям точечно, четко, и тогда все будет работать. Тогда будет все очень-очень хорошо работать. Кроме этих основных аспектов, есть еще другие аспекты, например, гибкость вашего голоса, где вы можете, либо не можете делать, например, вибрато, мелизмы и так далее. То есть гибкость вашего голоса, например, все хорошо, но вам не хватает гибкости, как будто звук все время, какой-то вот плоский, монотонный. Вам нужно добавить какие-то элементы туда. То есть, видите, мы как строим все, да? У нас все строится из каких-то элементов. Или, например, следующий элемент, который, в
принципе, является частью звукоизвлечения, такой основой, да, но я его отдельно всегда выделяю, потому что это очень важно, потому что многие пропускают этот момент, пытаются петь, и плохо получается из-за того, что не настроено диафрагмальное дыхание. Как бы с чего все начинается, да, в звуке, основа звука, диафрагмальное дыхание. Если вы, например, чувствуете такие вещи, как что вы задыхаетесь, вам не хватает сил, вы устаете во время песни, куплет спели, припев спели, устали, это как раз признак того, что вам нужно настроить диафрагмальное дыхание. Вам просто не хватает не хватает энергии, вам не хватает, ваш двигатель не работает так, как должен работать. Диафрагмальное дыхание. У меня есть отдельное видео по дыханию, в том числе на этом канале, можете посмотреть. Ну и, конечно же, друзья мои, вы наверняка думаете, а как же чувства, а как же эмоции, где же в этом всем эмоциональная составляющая, потому что музыка же это о том, чтобы передавать ощущения. Так вот, друзья мои, действительно, этот элемент тоже нужно развивать, но этот элемент является последним. Эмоции, на самом деле, эмоции не нужно передавать. Эмоции нужно создавать. Кто думает, что нужно иметь внутри эту эмоцию, вот так, так не работает, так не поможет. Мы создатели, творческие люди – это создатели, мы создаем. А когда мы создаем, мы эту эмоцию не обязательно сами должны внутри себя вот так кипеть от нее, прямо и не знаю как, да, хотеть ее выразить. Нет. Мы должны иметь средства для того, чтобы создать эту эмоцию у слушателя. Там создается эмоция, на том конце, не здесь. Здесь вы испытываете эту эмоцию, да, она у вас есть, но вы не можете ее напрямую передать, как флешку в голову вставить, да, человеку, и он тоже испытал эмоцию. Вам нужны средства, вам нужна кодировка, вам нужно перекодировать информацию, перевести ее в музыку, и музыка создаст на том конце эмоцию. Вот так это работает. Поэтому быть эмоциональным человеком – это хорошо, да, для творчества, в принципе, потому что вы можете много что воспринимать, много что чувствовать и так далее. Но одного вашего чувства мало. Вам нужен язык. Как если вы хотите написать красивое стихотворение, вам нужно знать язык, на котором писать это красивое стихотворение. Поэтому, если вы переживаете, что вы, допустим, пока не можете вызывать какие-то эмоции слушателей, могу вам сказать, чтобы вы не переживали. Это все появляется постепенно, когда вы становитесь более искусным, когда у вас появляется больше средств для выражения своих эмоций, когда вы начинаете понимать, какие элементы музыки как воздействуют на зрителя. Да, вы словно так, знаете, крючок запускаете раз, вот так работает, вот так работает. То есть вы более осознанно это делаете. Это становится очень интересным, очень интересным. Это происходит постепенно, и когда вы вырастаете как артист, как музыкант и как человек в том числе, то люди начинают ощущать ваши эмоции, потому что вы и умеете их передавать, и вы сами их осознаете, и это все происходит гораздо на более высоком уровне, чем вам казалось раньше. Поэтому в самом начале не переживайте, что вы чего-то там не можете какие-то эмоции передать. Просто начинайте заниматься, начинайте делать, и все будет потихонечку получаться. Я дала вам некие такие основные ключевые инструкции, наводящие, да, на что обратить внимание в своем голосе, и по сути по всем вот этим моментам есть информация на моем канале YouTube, есть видео, где я рассказываю о том или ином аспекте. Вы можете выбрать подходящее для себя видео, смотреть, если вы хотите более активно позаниматься, чтобы у вас получилось быстрее, чтобы у вас получилось правильнее, и чтобы у вас прокачивалось автоматически уже это все, то можно заниматься по моим курсам, потому что мои курсы — это тренажеры. Это тренажеры для тренировки. То есть не просто вы знаете, вы начинаете уметь. Знать — это одно, вот я вам рассказала, вы знаете, но уметь — это другое. А чтобы уметь, нужно формировать навыки, а навыки формируются повтором и действиями. Вся информация о вокальных курсах есть внизу в описаниях под видео. Как всегда, можно задавать вопросы в комментариях, я отвечаю на ваши вопросы, друзья, и делаю новые видео, исходя из самых интересных вопросов о вокале и музыке. Присоединяйтесь к нам в телеграм-канале, у нас в телеграм-канале очень интересно, здесь внизу есть ссылочка, а также ссылочки на другие соцсети. Не забывайте ставить лайки, если вам нравится то, о чем я вам рассказываю, и подписывайтесь на канал, чтобы
чтобы не потеряться. И, конечно же, я хочу вам сказать, друзья мои, научиться петь может каждый человек. Каждый обычный, нормальный человек может научиться петь. Это такой же навык, как и все остальные. Главное знать, что делаешь, и делать. Пусть все получается, друзья мои. Меня зовут Юлия Кантонистова. Увидимся. Пока-пока.